Значит, пока орг-моменты, пока она присоединяется, значит, многие спрашивают по поводу начала модуля завтра. У нас модули будут по субботам, но каждую субботу будет чуть-чуть варьироваться время. Завтра у нас время обычное, наше стандартное для, в принципе, всех эфиров, и как на первом курсе у нас проходило, 3 часа по Москве. Это будет написано в модуле 1, в разделе модуля 1. Сегодня, когда я закончу этот эфир, я это там пропишу, а завтра добавлю туда ссылку на Zoom, но буквально это будет за пару часов до начала. Я это делаю специально, чтобы эта ссылка на всякий случай не разлеталась там случайно по всяким чатам и прочее. Вот, поэтому для того, чтобы попадать на каждый модуль, нужно будет проходить на платформе в личный кабинет там, за некоторое время до начала, до заявленного времени, и ссылка там будет на присоединение на конференцию Zoom. Сейчас Александра есть. Александр точно есть. Или не может. Вот она. Есть она. Как добавить в Telegram, это в разделе «Сфера общения», после того, как вы попадаете в личный кабинет. Все, присоединяю Александру. Всем привет! Много-много знакомых аватарок я вижу. Я вот всех уже помню и знаю, фактически наизусть. Хоть вас и очень много, но все равно. Так, давайте. Курс для детей. Курс для детей по энергиям, да, но это надо будет отдельно заняться. Hi. Hi, do you hear me? Hello. Yes. I was just saying that I unfortunately couldn't do the live from where I was planning to do it. So I'm doing it from my favorite cafe and sitting here in the corner with some champagne in the back. But I hope it's the level of noise. I hope it will be okay for them to hear me. So, hello. Hello. Nice to hear you again. I'm also in a different environment, and I hope it will work well. So, I hope. Okay. Александра говорит, что она сейчас буквально только-только переехала на новое место, и поэтому тоже еще немножечко так как бы разбирается, но будем приспосабливаться. Только у меня черный экран, нет, я надеюсь, что экран черный ни у кого больше. Напишите, если видно и слышно. So, here we are, back to us, back to our lovely light group that I've already saluted on all of our behalf. Let's maybe, first of all, I already said that for them to be ready, that this might take a little longer than an hour, so we might go like an hour and a half or even 2 hours, depending on how much questions they have at the end. But let's start by just talking a little bit about, we did the first course. It was really amazing. It was very transformational, both for us and for everyone who participated. And it was great timing for that first course. So considering that we've done a lot during that first course, we did literally 7 modules because the 6th one was broken in 2 pieces. So we did 7. And on average, it was about like 4 hours per module. So there's a lot of material given there, a lot of practices. People might say, the ones who are joining now who don't know, who have heard about the first course, they will say, well, if you've done that much, why do you need a second course? So tell us a little bit about why we decided to do the second course. Why do we feel that this is a good idea to do the second course? Let me just quickly translate what I asked you. Yes, of course. Я говорю о том, что я, как уже предупредила, вполне возможно, у нас придется переподключаться, то есть мы там 1,5 часа точно у нас это займет сегодня, может быть, даже 2. Хотим поподробнее вам все рассказать, ответить на ваши вопросы. Начала я с того, что попросила Александру немножечко нам прокомментировать. Многие люди были на первом курсе. Первый курс был обалденный, он был очень, и он и есть, он до сих пор доступен, он был очень полноценный в плане информации. 7 модулей в среднем по 4 часа каждый, это очень-очень много. И это и теория, и практика, и время для него было очень удачное, потому что оно было нужное. И, в общем-то, все, что как бы на нем происходило, это были такие мощные сдвиги.
Могут люди сказать: окей, но вы проделали вот такую вот огромную работу, почему второй курс, почему вы считаете, что нужен второй курс, зачем он нужен, если есть такой чудесный первый? Вот я попросила Александру немножко нам на эту тему рассказать. Yes. So first, I'm greeting everyone, and the ones who already joined us, the ones who are planning to join us again. I think this is really a common group journey, and yes, the first part, the first leg of the journey, we did already together. It's not such a long time ago, but from everything I heard in still today, so like from the course when it started all the time, like it's not such a long time, but a lot happened in that time. And yes, maybe for somebody this is enough, but on the other hand, yes, it takes time, it's a process. So we establish collectively a certain progress, which is personal but also collective. Yes. And I'll just translate this. Александра говорит о том, что первый курс, хотя он был не так давно, но относительно недавно, он начался у нас 14 декабря и шел тогда 7 недель, относительно недавно, но с того момента очень многое поменялось в мире в целом, и, в общем-то, в личной жизни каждого так сложились обстоятельства, что действительно с момента этого курса мир просто перевернулся кверх ногами. И этот путь, который мы фактически только начали первым курсом, мы проходим его в двух параллелях, как личности, то есть индивидуально, и как группа, как коллективное сознание, которое действительно сильно менялось в том процессе и продолжает меняться до сих пор, с того момента. So one thing is, of course, to listen to it, and then is the part which is the practice one, but then it's also everyday life. So when you listen, why the course was important, and I will first describe that part, and then I will say about the second course. So when you listen and you start recognizing things, you start seeing the truth, like inner truth, which is partially universal truth, but partially each one also found the truth for him or herself. So this is the first interaction. Then through the practices, you become, so whoever listen to it and then practice it becomes very, very hands-on. So the point of the first course was to really, really, not just here, first part is in the rational, to really realize that we are energetically independent. So it's like, okay, I can be, I want to be, I always wish to be, or maybe even how can this be possible? So we went through the course through different levels and parts of life to like realize this independence. Okay? Окей, делаю комментарий, вижу, тут кто-то пишет, почему говорите на английском, если вы русскоговорящая. Александра не русскоговорящая, Александра из Словении, она чуть-чуть понимает по-русски, но она не говорит по-русски и не пишет по-русски, поэтому мы ведем с ней эфиры и курсы на английском языке, я ее перевожу. Говорит она сейчас о том, что первый курс для кого-то будет достаточно, и кто-то захочет остановиться на этом материале, но факт заключается в том, что одно дело прослушать теорию, другое дело сделать практики, и третье дело – это начать погружать все эти знания, эти состояния глубже в себя и делать их, интегрировать их в свою рутинную каждодневную жизнь. То есть начинать жить из этих новых состояний каждый день, в каждой самой обыденной ситуации и применять это в таком сугубо личном ключе, находить для себя, открывать для себя вот эту вот личную истину, да, есть такая некая универсальная истина, о которой мы там стараемся говорить на этом курсе, но как эта универсальная истина вплетается в вашу конкретную жизнь, это то, на что нужно было время после курса, когда вот мы почему и говорим, что не советуем торопиться и проходить там их все подряд, потому что это такая вот как бы процеживание вот этой вот водички, которая на вас как бы полилась сверху, она должна процедиться и проникнуть вглубь
вашего естества, для того, чтобы изнутри вы начали по-другому жить, по-другому реагировать, по-другому воспринимать вещи, по-другому видеть мир. Yes, so we together, what was the most important thing is to realize that how important it is to be in the energy independent. So not depending on the people around us, not depending on anything, but on the other hand, a very demanding chunk of the course was to get rid of any influences that might have been there from, we went through the course, no, through past lives, ancestors, even environment, all that. So we collectively, and each one of the participants went through kind of like, let's say, purification, liberation, and claiming the independency. And all the practices are actually were built in the way that you can really live that you can really actively do it on your own. So it's like really a course that helps change any kind of energetic, let's say, problems. But on the other hand, you also get all the tools to maintain what I call energy hygiene, and also to maintain and to be aware how these things work. Because on some way, although there is a lot of knowledge out there, but we are still, like, let's say, collectively a little bit like children, a little bit naive. So we needed to grow up a little bit about what is happening in the invisible, and to realize that we are not powerless about it. So that was the main key. Основное в первом курсе задача была выработать в каждом и в групповом смысле в том числе вот это глубинное осознание своей независимости, скинуть с себя ненужные для нас подключки, обрести вот это ощущение себя как самодостаточного, такой цельной единицы энергетической, и научиться все вокруг, в общем-то, видеть из этого состояния, которое безусловно, то есть без относительно любых обстоятельств того, что происходит. И как мы потом видели в месяце после этого первого курса, очень даже удачно пришлись как такая практика для того, чтобы проверить, насколько хорошо усвоен материал. Очень часто люди пишут и спрашивают, ну вот я там прошла первый курс, я там пошла на второй курс. Все дело в том, что такой курс, который даем мы с Александрой, давали в виде первого и будем сейчас давать в виде второго, это не просто поток информации, который вкладывается вам в голову, да, за счет того, что вы его слышите, или там какие-то визуальные картинки. В процессе каждого модуля идет энергетическая работа с вами и с группой. От модуля к модулю эта энергетическая работа проходит несколько уровней. И эта работа не заканчивается окончанием курса, она проходит дальше. Соответственно, говорить о том, что я там поставила на плей, прослушала там 6 модулей, пока делала что-то, и иду там на следующий курс, вы вольны участвовать в этих курсах как вам угодно, но вы должны понимать, что это не просто услышать информацию, там, научиться печь пирог и пойти его испечь, и вот как бы ваша там чисто физиологическая какая-то там способность приобретена. Это процессы, которые у каждого идут с разной скоростью, потому что у каждого человека стартовая позиция очень разная, стартовые условия очень разные. Каждый приносит на этот путь трансформации совершенно свою какую-то комбинацию вещей, и распаковывать эту комбинацию вещей каждый будет сам, со своими особенностями, со своими нюансами. Поэтому это такая лавина энергетических сдвигов, которые будут двигаться внутри группы, которая началась с первого курса. И первый курс, как только что сказала Александра, задача его была сделать так, чтобы люди вышли на некий уровень вот этой вот независимости и умения поддерживать свою энергетическую гигиену. То есть безотносительно того, что происходит в мире, уметь определять вещи, которые пытаются на нас влиять, которые пытаются к нам подключаться, не допускать этого, вовремя это сбрасывать. То есть некую такую расчистить полянку для того, чтобы дальше на этом можно было расти. Yes, and there was, when I talk about the independence, so there is
there was a lot in this course actually based on understanding that we have a free will and what the free will means. That was very important to, like, through all the modules, really see, so in one way learn what is there, what are maybe dangers, what are maybe some kind of illusions and stuff like that. But then in the end, we are always having free will. And what does that mean? What this practically means? So the course really kind of took out the path that you realize that with the free will, you can't be the victim of anything. So you start to really feel that you are in charge of your life, of your energy at any given time. And there were many tools for that. So what I would like to also say is that everything that the course was teaching and talking about is actually quite a natural state of a healthy, balanced human. But the thing is that, and this was also a lot in the course, because we are so used to being the ego and not knowing how to be in the heart, we are in the constant conflict between what the soul wants and how we interpret that. So this was this topic where we kind of started to realize that we can choose, that we can be in the heart, that we want to be happy, that we want to be independent. And all this, using free will, means taking a responsibility, but in a very positive, the responsibility can sometimes sound scary, but to realize how liberating taking responsibility for your happiness, for your life, for your relationship is. So this is what was the path we took all together. Александра говорит о том, что по факту относительно приобретенных вещей после первого курса, помимо вопросов независимости, ну это связано, собственно, с вопросом независимости, это еще и вступление в полностью, так сказать, принятие себе концепции своей свободы воли. Когда человек выходит из парадигмы жертвы и понимает, что, в общем-то, все в его жизни является подконтрольным ему и его движением души, как только он сможет отказаться от жизни из эго, переходит в жизнь из сердечного пространства и из этого состояния может по-другому смотреть на происходящие события, по-другому их моделировать, по-другому выбирать реакции и в целом принадлежать уже полностью себе. Вот в таком состоянии, к такому состоянию мы стремились прийти после этого первого курса. Это то, какое состояние мы пытались продержать и простимулировать у всех, кому это было необходимо, теми же медитациями, на которые мы встречались в промежутке между эти месяцы, для того, чтобы у людей безотносительно мировых событий не возникало и не усугублялось состояние жертвенности, и наоборот, все больше укреплялось и открывалось внутри них вот это ощущение себя как Творца. И вот в таком состоянии мы подошли к моменту, когда можно двигаться дальше, с точки зрения новых знаний, новых пластов проработок, уже находясь вот в этом новом статусе кво, где ты не просто понимаешь головой, потому что ты это услышал в эфире, не просто там законспектировал, не просто сделал несколько раз практику, а когда ты интегрировал в свою жизнь новый формат себя, как человека, который понимает значимость своей свободы воли, понимает свою независимость, понимает, что он сотворяет мир вместе со всеми людьми на этой планете, и, исходя из всего этого, соответственно, воспринимает и творит вещи совершенно иначе. So then we come to the part of, we've been through all of these months after the first course that we've been doing the meditations and we've been trying to solidify what we've gained through the course with all of the free will idea and independence and maintaining the balance and grounding and everything. And now we come to the launching of the second course. What about the timing of it? Why now? Why do we do it now? Yes, I think
also you, Katia, as well as me, didn't think it will happen so quickly. And also we couldn't have really absolutely know how timely the first course was. So many people would say that the course really was in time for everything that is happening in 2020. So it really helped people how to go through all these, how to not sink into low vibrations and the fears and so on. So the thing is that I would say even the first course, the content and the wish that we got to make it was what I call very organic, very spontaneous. Actually, the timing we chose was in the energies already for the first course, very demanding. There were all kind of eclipses, all kind of heavy astrological aspects, because this was already what 2020 was already in the making. So I think we perfectly covered with the first course some kind of, if nothing else, the feeling that you are not powerless. Yes. Whatever is happening. And now, so all these intense, and then we continued with collective meditations, which for sure help to like kind of continue going through the process, which is part of the first course, but at the same time is this process is the collective one, because obviously we really entered as humanity the moment where the consciousness is shifting. And yes, there have been decades of talking about it, and especially since 2012 on, and like everybody wanted this shift and change and awakening. But when it's happening in practical, because it's all about you, so it's nothing we could relate to. That's why it's not easy. It's like really giving birth. I think it's a little % of people who would say it's easy. And when it goes, it goes. And this is how this year is. And so what I want to say, we together went through all this process. When I talk about process, it's like really process of awakening, which has phases. And now we can see that why this second course, why now, is because obviously the year 2020 is a big catalyst of change, and we have been through so much in this first half of the year and a little bit more. And now obviously there's this demand there that we have to again collectively make a push. We're in the pushing stage now. Go further. So it's like this kind of going above it. Now so came, and now we need a little bit to get to the, let's call it, other side. Я спросила Александру, почему именно сейчас мы запускаем этот курс. Ну, как бы я веду с ней этот диалог для того, чтобы просто вам эту информацию в каком-то формате дать. И она отвечает, в данном случае за нас обеих, она сказала, что мы, в общем-то, изначально не планировали никакой конкретной даты на второй курс, потому что это вещи, которые, они складываются так, как они складываются. И в какой-то момент недавно я как раз проводила аналогию с тем, что все, что происходит в мире сейчас, в общем-то, об этом уже там столетиями писалось заранее, да, как бы многие писали о том, что вот наступит этот момент, вот это время пробуждения, вот это время трансформации. И вот можно себе похлопать по спинке, что вот мы сейчас живем вот в это время, то есть о том, о чем писали там 100 тысяч лет назад, вот сейчас мы живем в это время, и этот год — это такой большой катализатор всех этих перемен. И аналогию, которую я проводила, она была с процессами рождения, с родами, да,
то есть мы говорим про пробуждение, ну и про рождение в том числе, потому что рождается новый человек, рождается новая цивилизация по факту, потому что мы трансформируемся как цивилизация, как человечество. И в ней, естественно, в этом процессе рождения есть несколько стадий, когда это не происходит линейно, это идет волнами. И сейчас мы, в общем-то, находимся на пороге очередной такой как бы волны, очередной, не хочу употреблять слово «волна», потому что она сейчас неправильно, не совсем в хорошем ключе употребляется, нам просто на пороге нового этапа, когда нужно будет совершить такой очередной рывок. И она говорила также о том, что первый курс по факту проводился в те недели, которые предшествовали началу всего того, что разворачивалось потом дальше в течение года, потому что сначала все происходит на тонком плане, и дальше это потом все переходит в плотность, поэтому фактически мы отрабатывали то, что происходит в месяцах позже, вот в тот момент, и это именно то, чем мы будем заниматься сейчас, в частности, помимо всей той фактической информации, которую мы будем давать, будет просто идти большая энергетическая работа, которая будет помогать тем процессам, которые на тонком плане происходят уже сейчас, но которые дадут ход более таким ощутимым событиям в нашей реальности чуть позже, через 2-3 месяца. So yes, so we are definitely right now living in a very, very, very special time. And for some particular reason, our souls choose to be here. And on the soul level, I'm very, very sure that it's not a coincidence, and that this, on the soul level, we're very happy, very excited. But of course, 3D reality is always, no, it's much more dense, so it's not so easy, or at least our consciousness from before sees as hard. But now we are learning how to operate on higher dimensions as well. And this is what actually, in some sense, the course that is coming and starting tomorrow is about, to like really start awakening these additional abilities that we as humans, as energy beings and light beings are having. So we will together start walking to this new awakened consciousness and see what this practically is. So a lot has been talked, but now we are hands-on with it. So we will together be doing steps towards, let's say, an awakened state. Александра говорит о том, что я немножко об этом уже сказала даже ранее, что повезло очень всем тем, кто в этой плотности находится сейчас, кто выбрал этот момент для присутствия здесь именно вот такое непростое по разным критериям время, но мы предполагаем, как бы так, как это должно происходить на тонком плане, но в плотности, как говорит она, немножечко вот иначе идут процессы, потому что есть очень много вещей, которые начинают вклиниваться, и у нас буквально каждую секунду нашего пребывания здесь идет такое, как бы, вновь и вновь осознавание себя и проработка себя, вот себя в себе, себя в рамках мира. Поэтому миллиарды вариантов того, как мы сами разворачиваем этот процесс, как мы сами разворачиваем реальность. Кто-то вот писал по поводу того, что ну вот, кто же знает, когда закончатся эти роды, и кто-то справедливо заметил, что это зависит от нас, и кто-то справедливо заметил, что это зависит и не только от нас, но и от тех сил, которые ведут нас, тех светлых сил, и это тоже справедливо. Но самое основное это то, что происходит сейчас, это закладывание фундамента, и это могут подтвердить, это не только энергопрактики, не только те, кто там изучал, я не знаю, там, письмена древности, это и астрологи, и нумерологи могут подтвердить, что сейчас, и особенно в ближайшие эти 2 месяца, идет большая закладка фундамента всего того, что мы дальше получим в виде вот этого нового мира. Именно вот в этот небольшой такой как бы кусочек времени, относительно небольшой, да, вот эти пару месяцев. Поэтому, в общем-то, тайминг этого курса сейчас, он не был запланирован как таковой, но вот буквально за несколько недель мы поняли, что
потому что запросы от вас приходили постоянно, и многие как бы давно спрашивали, ну когда же, потому что у нас был классный поток, потому что мы сдружились, потому что было действительно очень светло вместе, и потому что мы привыкли к этим своим общениям. В субботу время для себя, время открытия в себе вот этой вот вселенной, это было потрясающе, и многие все это время, несмотря на то, что мы делали коллективные медитации, спрашивали, когда же будет курс. Мы знали о том, что интерес есть, но вот буквально последние пару-тройку недель стало ощущаться, что вот сейчас этот запрос должен быть материализован в виде материала, и мы приступили к тому, чтобы его для вас готовить. И сегодня, наконец-то, можем сказать, что с завтрашнего дня мы к этому приступаем. К вопросу по контенту. Can I just quickly go through the content in Russian, so that because in detail only the people who have already signed up they can see it, but those who still haven't and who might want to kind of get an idea. Что я хочу сейчас сделать? Я хочу зачитать немножечко вам то, что мы прописали в этом курсе, более детально, чем я сделала это в посте предыдущем. Те, кто уже записался на второй курс, видят все это содержание во всех модулях в личном кабинете. Те, кто не записался на курс, раздумывает и кому интересно более подробно это все услышать, сейчас я вам это изложу. Значит, как я уже писала и говорила, во-первых, в данном конкретном курсе по сравнению с первым будет больше именно практики, потому что мы очень много теории давали на первом курсе, хотя практики там тоже были, именно для того, чтобы подготовить эту базу, с которой и в состоянии которой вот в этом новом статусе КВО человек уже может осуществлять энергопрактики самостоятельно, самодостаточно, грамотно, в пользу себе, не в ущерб остальным и так далее. Значит, что мы запланировали для всех нас? Начнем мы с модуль первый, у нас будет завтра, ура-ура. Мы начнем с энергетической анатомии, то есть мы рассмотрим, мы говорили на первом курсе про наше энергетическое тело, мы рассмотрим, как соотносится тонкий план с нашей анатомией, какие ключевые есть точки в анатомии тела. Мы будем говорить про небесную звезду, про звезду Земли, расскажем подробно, что это такое, про линии меридиан, которые используются в традиционной китайской медицине, про хиромантии, про линии Нади, про наши железы, гормональную систему и как она взаимосвязана с нашим энергетическим полем. Это будет очень важно, потому что, в принципе, одним из ключевых пунктов второго курса является, вот наша задача будет не просто посадить семечко, а удобрить семечко и взрастить это семечко, и наблюдать, как в течение курса уже это семечко пробьется и заколосится. Семечко не просто мысли, о которой я, например, в своем блоге пишу регулярно, о том, что исцеление начинается изнутри, оно невозможно, никто не может вас исцелить, никакой врачеватель, целитель, врач, там, кто бы он ни был, не может прийти и принести вам здоровье, что исцеление всегда начинается изнутри. Здесь мы эту тему просто вот раскладываем по атомам, и учим вас жить из этого состояния и понимать себя на таком уровне, чтобы точно знать, как это в вашем случае, что в вашем случае означает это исцеление. Это одна из основных целей этого курса, особенно с учетом того, что происходит сейчас в мире, когда речь о здоровье идет постоянно нон-стоп. Вот из серии, раз уж мы тут про здоровье, давайте по-настоящему про здоровье. Что оно по-настоящему такое, как оно по-настоящему работает, и это тот самый мостик, который я пока очень ровко делаю в своем основном блоге, где я пытаюсь через натуропатию также прийти к энергетической составляющей нас, потому что это не энергетическая составляющая нас, это то, что мы и есть, да? Скорее тело наше, это наша физическая составляющая нас. Так вот, наша система, эндокринная система, иммунная система в том числе, как это связано с нашим тонким телом, как это взаимодействует, и как мы можем влиять на эти вещи через наш тонкий план. Шишковидная железа, да, третий глаз, гипофиз, влияние мелатонина. Казалось бы, весьма биохимические вещи, но как они на самом деле взаимодействуют с энергиями, которые циркулируют в нашем поле. Что такое наша ДНК с энергетической точки зрения в том числе? Что такое вирусы с энергетической точки зрения в том числе? Практики на активацию третьего глаза, шишковидной железы, 12 и 24
составляющей нашего ДНК, как это, опять же, с точки зрения потоков энергии работает в нашем теле, и почему это ключевое знание именно сейчас, когда очень много людей в мире не осознает, что та процедура, которую сейчас пытаются развернуть массово на весь мир с точки зрения влияния на нашего ДНК, 98% людей воспринимают эту процедуру сугубо на физическом уровне, как, ну, там что-то где-то поменяется. Очень мало людей пока еще, не так мало, как раньше, но еще все-таки маловато людей задумываются о том, как энергетически влияют все вот эти игры с нашими хромосомами, чисто на энергетическом уровне, что это делает с нами, об этом будем говорить, и это будет все завтра. Модуль 2 у нас будет через неделю, в другое время, он начнется не в 3 часа, а в 4 часа, но все это вы увидите в личном кабинете. Мы будем говорить как раз-таки про исцеление. Исцеление как, в принципе, основа любой энергетической работы. Что такое исцеление, какие уровни исцеления бывают, как работать с телом для того, чтобы привести его в состояние исцеления. Энергетические практики, есть энергетическая практика ТЭС, мудры, как делать упражнения на восстановление потока, как повышать свою октаву в состоянии, когда у вас есть вирусная нагрузка. Вот эти вещи, то есть все, что касается здоровья через наше энерготело, мы будем смотреть в следующую субботу. Третья суббота мы будем говорить про нашу осознанность. Мы опять вернемся к шкале вибраций. И будем говорить о привязке этой шкалы к нашим 7 энергетическим центрам, к 7 чакрам, как оставаться выше отметки в 250 на этой шкале вибраций. Вернемся в тему сердечное пространство против эго, как балансировать между этим, как держать себя в нужном состоянии и в нужном соотношении процента между этими двумя вещами. Будем делать работу с собственной тенью более глубоко, чем мы делали это на первом курсе, потому что сейчас уже мы готовы. И здесь мы затронем все, что касается манифестации и материализации. Очень много курсов, очень много тренингов по тому, как там из серии реализовать все свои хотелки, желалки. Здесь мы немножечко поговорим о вещах, которые не часто упоминаются вот в таких коучингах и тренингах, потому что они, скажем, это такие вещи, которые не расхожие, нюансы, никто не хочет их выдавать. Но, тем не менее, вот об этом мы будем говорить, и об энергии достатка, и об энергии изобилия. Тоже у нас будет как поток, который можно выстроить в отношении себя и своих близких, если эти нюансы знать. Практика у нас там будет на солнечное сплетение, как мы входим в сердечное пространство и все, что касается материализации своих желаний. 4-й модуль, я знаю, понравится очень многим, и все его просили. Это все, что касается символики. Символизм. Мы уйдем глубоко в древнеегипетскую цивилизацию, откуда, в принципе, идут символы, которыми сейчас швыряются все, кому не попадя. Сколько из этих символов было украдено людьми и силами, которые не имеют на самом деле на них права. Сколько из этих символов были фактически похищены и подменены понятия в них, в них, и сейчас этими символами возвращают людей, полностью сбивая их с толку, потому что на самом деле многие из тех символов, которых вас сейчас за этот год приучили бояться, эти символы являются символами сильнейшей защиты. И это будет в том числе модуль о том, как нам всем коллективно эти символы забрать обратно себе, потому что они принадлежат человечеству, они были созданы для служения человечеству, и нам нужно забрать их себе для того, чтобы в том числе через это забрать себе свою силу. Здесь агностицизм, мы будем говорить про кабалу, про древо жизни, про тот самый всевидящее око, о котором мы часто говорим на медитациях, который является в виде защиты, но многие часто это интерпретируют неверно в виде каких-то злых там умыслов. Мы будем говорить про символизм цветов, мы будем говорить про символизм букв, причем Александр будет рассказывать про алфавит, я вам расскажу про буквицу, потому что для всех, кто имеет славянские корни, буквица имеет непосредственное энергетическое значение. Мы будем говорить про нумерологию, значение цифр, про сакральную геометрию, будем делать упражнения на это, будем делать энергетические упражнения на слова и будем говорить про хроники Акаши.
Модуль 5, то есть это я сейчас фактически только чуть больше половинки вам рассказала. Модуль 5 мы будем говорить про земное пространство, мы будем говорить про, то есть все, что касается измерения Земли, нашей планеты, про Солнце, Луну, про циклы, про ритмы, про лунные циклы с энергетической точки зрения, будем говорить про божественное женское, божественное мужское, будем говорить про мудрость и знания утробы, в том числе Гаи, в том числе утробы великой нашей Матери Земли. Будем говорить про энергопоток Марии Магдалены. Здесь у нас будет много практик на работу с Солнцем, и приветствие Солнцу, и реактивация утробного потока, и медитация Марии Магдалены. В общем, интересно, как минимум. И последний модуль 6, но я здесь сделаю маленькую оговорку, пока мы прописали 6 модулей. В первом курсе у нас тоже было прописано изначально их, по-моему, типа 6, в итоге у нас вылилось 7, так что мы посмотрим, если вдруг, я сразу делаю дисклеймер, если вдруг случится так, что мы, как обычно, я вообще хочу сделать такую маленькую вставку. I'm just gonna make a little small parenthesis now, which is something very important. Значит, все, кто меня сейчас смотрит, хочу предупредить сразу. Ребята, мы с Александрой не маркетологи. Мы не проходили никакие курсы СММ, мы понятия не имеем, как правильно и грамотно дозировать информацию, выдавать ее вам из пипетки для того, чтобы растянуть что-то там, я не знаю, там на 1000 лет, за все это брать кучу денег, там возвращать вас обратно. Вот этого всего мы делать не умеем и не планируем. У нас, мы с ней фактически являемся передатчиками, которые передают вам ту информацию, ту энергию, которая идет для вас в конкретный момент времени. Это очень большая ответственность и очень радостная ответственность быть просто вот этими почтальонами, которые вам это приносят. Что это означает? Что мы всегда находимся в полном доверии Вселенной, которая эту информацию и этот энергопоток вам дает. Соответственно, вот сейчас мы написали этот контент для вас, да, потому что это то, что пришло, как то, что нужно дать сейчас. Но в процессе мы, возможно, можем что-то менять, что-то дополнять. И есть еще один момент, почему я сказала, что мы не СММщики. У нас есть небольшая тема со временем, в том плане, что мы не можем говорить мало, мы говорим много, мы даем больше, чем мы заявляем. Это всегда так. С нами, кто был на первом курсе, уже в курсе. Поэтому заранее предупреждаю, что некоторые вещи могут, там, например, если на какой-то теме останавливаемся дольше запланированного, мы можем передвигать это там на следующую неделю, и, возможно, у нас потом появится модуль 7, а может быть, не появится. Я просто хочу сказать, что так как у нас это не рассчитано все по буквам и по точкам и знакам препинания, да, это все идет в потоке, вот как поток идет, так и хорошо. Очень много у нас было ситуаций, когда на первом курсе модуль шел 6 часов. То есть я сидела, и мы с Александрой вот как бы 6 часов мы не вставали, и вот просто шел поток, его надо было дать. Были тяжелые модули, был модуль, например, когда мы говорили там про черную магию, про сущности и так далее. Это энергетически очень такие, ну, как бы непростые вещи, но когда они идут, вот они идут таким временем, каким они идут. Поэтому я вам сейчас озвучиваю контент, делаю дисклеймер, то, что, ребята, контент может, во-первых, расширяться, во-вторых, углубляться, а в-третьих, по времени иногда невозможно, это невозможно впихнуть в 2 часа. Так, что я хотела сказать по поводу 6-го. Коллективная осознанность, коллективное сознание. Здесь будет самый такой вообще айс, на мой взгляд, в том плане, что об этом мы часто говорим в эфирах, медитациях, когда вы говорите, ребята, давайте, когда мы уже это будем. Вот оно здесь все есть. Значит, мы будем говорить про историю человечества с точки зрения развития нашего коллективного сознания. Мы будем говорить про Атлантиду, мы будем говорить про Лемурию, мы будем говорить про эру Водолея, про смену и окончание эры парадигмы жертвы. Мы будем говорить про опасности, которые есть сегодня, в том, что касается повышения своей осознанности и вхождения в это более духовно насыщенное состояние. Опасности с точки зрения подмены понятий, с которыми мы сталкиваемся. Мы будем говорить про осознанность на нескольких измерениях, на нескольких пластах сразу. Мы будем говорить про процесс пробуждения и будем делать практики на то, что касается соединения с источником, который нам дает поток света, который идет для нас постоянно в качестве помощи от цивилизации лемурийцев. Это факт.
Я попытаюсь, я не знаю, не могу это гарантировать, но я попытаюсь сделать дополнительный эфир с человеком, который является контактером с этой цивилизацией. Я эту женщину слышала неоднократно, которая транслирует на их языке то, что они хотят нам сказать в качестве мысли, поддержки и наставничества после того, как они уже больше не присутствуют на уровне нашей плотности, но тем не менее постоянно за нами следят и всячески нам благоволят. Вот такие вот чудесные вещи заявлены у нас на этот курс. Согласитесь, это просто такое тотальное. Я вот картинку не зря выбрала для нашего курса в виде вот этого древа жизни, которое так раскрывается над планетой, потому что в моем понимании вот вся эта информация, идущая через наши сердца, из источника, под абсолютной защитой тех сил, которые эту информацию несут человечеству сегодня для того, чтобы наш процесс родов проходил максимально благостно и завершился максимально быстро, нужным образом и с нужным для нас результатом, это просто чистый кайф. Вот для меня это чистый кайф. У меня на кончиках пальцев постоянно такие вот как огонечки, это сознание того, что мы все это будем проговаривать, мы все это будем проживать, мы все это будем прорабатывать и будем находиться вот в этом состоянии все это время вместе. Вот такие вот у меня новости по поводу контента. Что я сейчас хочу? Sorry, I'm just talking so much, but this is what's coming. So, another thing that I wanted to say before we go to questions and answers, before actually we finish this is a good thing. So we finished the first live now with the organizational stuff that I say. So I have 10 minutes to do that. And then we reconnect and we do questions and answers of what people would like to say. Yeah? Okay. Я сейчас что сделаю? Сделаю вот что. Я вам сейчас 10 минуточек, которые у меня остались, потрачу на то, чтобы рассказать немножко организационные вещи всем, кто где-то еще не дочитал, не увидел, не дослушал. Потом я выключу этот эфир, включу второй, чтобы этот сохранить. И на втором эфире мы уже полностью будем вопросы-ответы, то, что вы пишете. Да, Анунаки, да. Анунаки я не называла, но они там тоже есть. Все, что касается наших древних предшественников, мы все это будем разбирать в шестом модуле. Поэтому, значит, то, что по организационной части. Повторю еще раз, не обижайтесь, если для кого-то это будет очень скучно, но для кого-то это будет совсем не скучно, потому что кто-то новенький, и для него это все еще очень непонятно. Значит, что мы делаем? У нас есть сайт, на котором продаются доступы. Этот сайт написан в шапке профиля, вот, в котором я сейчас веду этот эфир, Universe is a Blogger. По этой ссылке, проходя, вы видите три вещи. Вы видите курс 1, курс 2, и вы видите серию курсов. Это соединение двух курсов, которые можно купить вместе, получить таким образом 25% скидку. Внимание! Мне уже техподдержка сегодня оборвала почту на тему того, что Катя, люди невнимательно выбирают курс. Пожалуйста, выбирайте внимательно курс перед покупкой. Первый курс называется «Мир энергии. Основы», второй курс называется «Мир энергии. Пробуждение», и серия курсов называется «Мир энергии. Серия курсов». Их всего там 3. Мы специально сделали очень простой, четкий, такой транспарентный сайт, на котором нет много всего там, каких-то там супер тем. Все очень четко. Значит, второй курс называется «Мир энергии. Пробуждение». Серия курсов из 2 продается со скидкой 25% на оба курса. Эта скидка будет присутствовать всегда, она бессрочная, но она доступна только при оплате единовременным платежом. То есть на рассрочку эта скидка не распространяется. Дальше. Что касается цен на оба курса, и на второй, и на первый, цены одинаковые, и их 6 вариантов. 3 цены на один курс, 3 цены на второй курс, и эти 3 цены доступны в 2 вариантах. Либо вы эту выбранную вами цену платите сразу, либо вы ее платите с рассрочкой на 4 месяца. Это означает, да, что вы будете оплачивать курс уже после того, как он закончится. Это означает, да, что мы вам доверяем и совершенно не собираемся заморачиваться на эту тему вообще.
Вот, потому что каждый делает сообразно своей, как бы, своему видению мира то, что он считает нужным. Вот так. Почему 3 цены? Опять же, потому что мы вам доверяем и считаем, что вы имеете полное право выбрать то, что вам подходит в данный момент, исходя из того, какая это информация. Мы, в принципе, здесь учим не колесо менять у машины, это такая, в общем-то, жизненно полагающая, важная информация для всех сейчас, поэтому курс стоит столько, сколько стоит максимальная цена. На самом деле курс стоит намного больше, но мы решили сделать эту цену с учетом того, что многие люди из тех стран, где в переводе с валюты это получается довольно существенная сумма, поэтому поставили ту сумму, которую мы воспринимаем как адекватную. Но при этом мы дали 2 других варианта цены. Если вы считаете, что вы там, например, там, не доверяете курсу в начале, или вы не можете финансово себе этого с самого начала позволить, но вам очень нужен этот курс, нужна эта информация, мы даем вам такую возможность. Объяснять ничего не нужно, писать мне там, почему вы выбираете то или это вообще совершенно не принципиально, это ваше дело. Вот к вопросу о независимости, свободе воли и том, что каждый из нас творец. Ты несешь ответственность за свои деньги, за свою жизнь, за свои выборы, вот и выбирай, и, как бы, что называется, дальше живи с этим выбором. Это то, что касается цен. То есть материал абсолютно один и тот же, доступ один и тот же, смотрим все вместе, мы все в одном потоке. В этом 2-м курсе у нас появляется группа Telegram, она уже активная. Это сфера общения, она удобнее, потому что сфера общения на 1-м курсе, она классная, там можно много чего с ней делать, но она лично мне была доступна только на компьютере, я на компьютере не очень часто могла подсоединяться, а Telegram доступен с телефона, и я бы хотела вот сейчас на 2-м потоке, на 2-м курсе быть более активной в сфере общения для того, чтобы все-таки давать какие-то там нюансы, так сказать, корректировки, да, того, что будет обсуждаться, потому что иногда дискуссия может уйти не туда. Вот, поэтому у нас есть Telegram. Детали по подключению к этой группе Telegram есть в разделе «Сфера общения», когда вы покупаете курс. Дальше. Встречаемся мы по субботам, как я уже сказала, 6 суббот. Время будет разное. Завтра мы встречаемся в 3 часа по Москве. В следующую субботу мы встречаемся в 4 часа по Москве. Последующие субботы мы будем говорить заранее, но это, естественно, будет дневное время. Мы никого не будем сдвигать там на вечер или на раннее утро, но точное время будет выкладываться в каждом конкретном разделе перед мудрым. Записи эфира становятся доступны в течение 48 часов после того, как эфир прошел. То есть вот мы провели прямой эфир, если вы не могли присутствовать, то в течение 2 дней после этого эфира запись подгружается в раздел «Видео», и вы можете его просмотреть. Много вопросов по поводу того, что, сейчас, секунду. Много вопросов по поводу того, что, что если смотреть курс в записи, работает ли он также с энергетической точки зрения, как если смотреть в прямом эфире? Да, работает, потому что в момент, когда вы подключаетесь, фактически вы приходите в ту же точку в пространстве, в которой находились все мы, вы подключаетесь к тому же потоку, времени по факту физики не существует. Это такое вводное, о котором мы много говорили на 1-м курсе, но имейте это в виду. Плюс ко всему, между модулями мы все остаемся в этой связке и в потоке, поэтому и даже после того, как заканчивается курс, когда вы делаете и принимаете это решение, что вы идете по пути погружения в то, что там происходило, вы находитесь с нами в этом потоке, поэтому не переживайте, в записи все прекрасно, точно так же работает. Люди с 1-го курса могут вам это подтвердить. Что еще организационно? Очень важно. Оплаты. Значит, смотрите, в этот раз у нас нет опции оплаты PayPal. Почему у нас нет опции оплаты PayPal? Потому что в прошлый раз из-за многих, очень многих инцидентов того, что люди начинали мудрить там что-то там в двойном, в тройном размере оплачивать, потом понимали, что оплатили не то, начинали это все отзывать обратно, PayPal сказал: слушайте, у вас там происходит какой-то бардак, потому что когда у PayPal просится рефанд, он рефанд делает из своих средств, и это высокий риск для них. Поэтому, чтобы не создавать никому проблем, в этот раз мы оставили только оплату картой. И большая просьба, пожалуйста, прежде чем пытаться там что-то ручками лишний раз какие-то платежи вносить, лучше сначала спросить у техподдержки, которая все подскажет. Техподдержка у нас будет присутствовать тоже в нашей группе Telegram, поэтому технические вопросы тоже можно в Telegram задавать. Там мы будем на них отвечать, и все будут видеть эти ответы. Если вы платите в рассрочку, вы оплатили, внесли данные карты,
после того, как вы выбрали эту опцию рассрочки, все последующие платежи у вас будут сниматься автоматически. Вам не нужно каждый месяц идти и вносить этот платеж, иначе у вас платежи будут задваиваться, и потом вы будете писать техподдержку и говорить: верните мне мои деньги. Ничего не надо делать. Первый раз оплатили, 3 остальные платежа проходят сами собой. Смотрите, что у вас на карте есть достаточно средств, пожалуйста, проявите осознанность. И второе, если у вас карта истекает, заблокирована, что-то с ней случилось, в системе есть сверху у вас выплывет окошко, где будет написано, что вам нужно сменить карту, если по какой-то причине платеж не проходит. Вы сможете зайти туда, внедрить новые данные карты, и платежи пойдут по ним. Система работает очень хорошо. Это огромная платформа, которая поддерживает там 1000 курсов по всему миру, у них все отлажено. Они имеют кучу разных всяких там разветвлений того, как вам обеспечить максимально комфортное пребывание на этой платформе, поэтому все будет окей. Так, какие-то люди пошли, которые не в теме. Техподдержка умницы. Да, техподдержке нужно поставить отдельный памятник, потому что это прям вот очень-очень светлые человечки, которые очень любят то, что они делают, очень любят всех вас и стараются во благо. Поэтому, пожалуйста, с уважением. У меня остается 1 минута. Let's switch to the next one, and then we do Q&A. Я сейчас с вами попрощаюсь, переподключусь на второй эфир, и мы перейдем к вопросам и ответам, чтобы вы смогли задать все, что вас интересует. Давайте сейчас переподключимся. You made it back. Yes, so I saved the first part, which is brilliant because it has all of the information on the course. I literally read out everything that was in there, and I think everyone is like super excited now because nobody could even imagine that much of a good stuff was in there. Like, according to the comments I'm seeing, everyone is like, oh my god. So, oh, I see, because I didn't, for me the comments froze, so I didn't see any reaction. No, the comments it was like, wow, this is exciting and this is fantastic. And I can definitely tell you, like in the case of the first course, there is no other piece of anything out there that gives people, apart from the technical knowledge, that combination of the flow and of the group. I mean, the group that we have is just incredible. It's just incredible. So now we go to the questions and answers. Yes, you want to say something? Yes. So don't worry. I heard the Anunnaki that I didn't put in. But don't worry, when we will talk about the money and energy of money, we will talk about Anunnaki. So we can add the Anunnakis there. It will not be the main topic, but this is where the energy of money kind of starts. The Anunnakis. Александра говорит о том, что я видела комментарии по поводу Анунаки, я услышала, что ты что-то сказала про Анунаки, я знаю, что многие просили про Анунаки, и она говорит, что я хочу эту часть обсудить в разделе про энергию денег и все, что касается материальных как бы вот вещей, да, материальных благ, поэтому это будет в курсе. Так, so, should we go to questions? Yes. Так, давайте тогда, я сейчас не буду отматывать назад, вот с этого момента, пожалуйста, пишите свои вопросы, и мы будем на них отвечать. Еще я буду читать всякие классные комментарии, просто потому что хочу. Так, скажите, если можно со второго курса начинать, или обязательно первый пройти в начале. So, this is a very, very, very common question about should the people first go to the first course and not start with the second course. I already gave them my opinion that, in my opinion, the logical way of doing things is starting from the first course and then really integrating it into themselves, just like you've explained it now, and then joining the second course either later or even doing it in a recording. But I also gave my opinion on saying that, because somebody else asked me when you were still connecting, do I have the right to do this and that after the course? And I was like, wait a second. You are the one who has to decide what sort of right you have, what sort of right you give yourself to do this or that, how you do things. This is my standpoint. I mean, you'll answer now, but my standpoint is I can say how I see it, but everyone is going to be different, and somebody
will listen inside of themselves and hear, well, actually, yes, you need to go to the first course and do this. And somebody will get a very strong, no, you're okay. You can do both, like, you know, in parallel, or you don't even need the first course, do the second course for whatever reason. But my message is, I would do first and then second, but listen to whatever your heart is saying, but be true to what you're hearing on the inside. That's the most important thing. What would you say? So the thing is that you understand how energies work, and this course is about us using the energy, knowing about it, know what to do. You have to understand that you have to kind of build up a capacity. So nothing really, the way the course is done, the first and the second, nothing really bad will happen to you, but you would probably sleep all the way through the course because, you know, you have to build up the capacity to receive. That's very true. That's very true, There yes. is no real danger, but like you know, it's like going to a marathon and for the whole year being in a lockdown and not even walk the stairs, you know, so it's more about that. So there's nothing wrong if for some reason somebody feels like that, but to be realistic, we are also now with the first course we build up a capacity. What does it mean? You need to have like a strong and big enough vessel to receive, and to also be comfortable with this kind of flow. So you have to like kind of understand that after the course, your flow is for sure stronger. I talk about the energy flow, the information, the ability to connect to the, let's say, source and to the earth at the same time, to balance that, to be, you know, like stable in that. So this would more or less be the reason. Of course, many people has taken other courses, and they may be kind of from the content don't think it's so interesting, but I do this energy work for about like 20 years, and it's all, the words are the least about it. So this course is really not so much just about the talking, although I think the talking is also very, very interesting, but a lot is happening at the same time in the energy sense. So for that reason, I think it makes sense to do the first course. And of course, if you have time, you can do it in a shorter period, and then you can still join the lives of this course. Александра отвечает так, она говорит, что, ребят, все дело в том, что можно там условно, все будут реагировать по-разному, но модуль — это не просто проговаривание какой-то информации, я об этом уже говорила в предыдущей части эфира, это энергетическая проработка. Даже когда вы просто сидите и слушаете, вот даже сейчас, когда мы сидим с вами в этом эфире, в принципе, этот поток идет. И эта энергетическая проработка — это работа внутри вас самих на вашем же тонком плане. Если сразу упасть во второй курс, очень многие люди увидят эффект в виде того, что вы просто будете спать на модулях, просто потому что на тонком плане не будет достаточно подготовки для того, чтобы этот поток через себя пропускать. Соответственно, когда у нас есть определенные блоки, есть подключки, есть то, есть все, есть 5-10, мы просто засыпаем на момент приема такой информации, потому что на тонком плане проще с этим работать. И это окей, но чисто на уровне сознания вы будете жаловаться и говорить, что ну вот я засыпаю, у меня уходит фокус, я не могу внимательно слушать и прочее. Кому-то будет окей взять, выделить время и пройти первый курс, там, сжатый какой-то там промежуток времени, потом присоединиться в конце ко второму, но справедливо, как говорит Александра, что резонирует с тем, что говорила я до этого, это, в принципе, как пойти на участие в марафоне после того, как вы год просидели в режиме самоизоляции и даже не ходили там пешком по лестнице вверх-вниз, в том смысле, что просто состояние
энергетического поля человека без того, чтобы он проделал определенную работу по очищению, по отключению от себя там ненужного того, что крадет вашу энергию и прочее. Потом более такие активные вещи, потому что во втором курсе больше практик, то есть мы больше работаем с энергиями. Их довольно проблематично и тяжелее делать, если вы не очистили себя до этого и не поддерживаете это состояние чистоты регулярно в постоянном таком своем как бы режиме. I would just add one more thing that I would definitely suggest also to do at least, so if somebody is skipping the first course, to do the declaration of sovereignty. Otherwise, I mean, you can participate in the course, but you will not go that deep. So this is something that should be understood, and I really advise to do it to be able to like kind of not just follow the course, but to fully comprehend it in the energy. Александр говорит о том, что если вы все-таки решаетесь пойти на второй курс без первого курса, то минимально то, что нужно обязательно сделать, highly recommended, как говорится, это декларация суверенитета. Я ее выложила, но у меня есть отдельно выложенная бесплатным постом в этом блоге. Вот заняться тем, что как минимум, ну, там, недельку, каждый день почистить себя и свое пространство через декларацию, отцепить от себя максимально все, что возможно, для того, чтобы приступить дальше к работе на втором курсе. Как говорит Александра, без этих вещей просто вы не сможете продвинуться на то, насколько бы вы могли продвинуться, если бы вы заранее эту работу проделали. Кто-то пишет про сертификаты. Нет, мы не выдаем никаких сертификатов, потому что здесь никто никого не оценивает ни о чем. Сертификат о том, что вы этот курс проходили, просто как для галки, ну, я не знаю, насколько это вообще актуально, но об этом как-то не задумывались. Беременным. The people are asking about pregnancy. Can they do the course if they're pregnant? This is for me. I've been asked these things. Wow. In general, it shouldn't be a problem, but then we don't know, you know, it's two people, so you don't know what is the connection with the soul that is just came. So it can bring up some kind of clearings or something like that. I don't know. In general, it shouldn't be a problem. But then again, the course, I guess, is intense in the in the sense of tempo, the tempo of the progress. So I think being pregnant is already a very big progress itself. And this would be like two progresses at the same time. I wouldn't say don't do it, it's dangerous or something like that, but maybe it's a little bit overwhelming. And of course, not every pregnancy is the same. For somebody, maybe that's a perfect combination, being pregnant and going through the course. But more or less, I think pregnancy is really a special moment. It's like initiation for a woman to another level. It's also like a spiritual process. So, по теме беременности Александра отвечает так. Она говорит, что с одной стороны этот курс не противопоказан никому, в том числе беременным, но этот курс довольно интенсивный по энергетическим проработкам, и так как речь идет о двух энергоструктурах в случае мамы и ребенка, то никогда нельзя предсказать, какие могут подняться пласты кармические или родовые, которые будут нуждаться в каком-то очищении, поэтому как это может сказываться на состоянии, предсказать невозможно. Нужно слушать себя, но также нужно понимать, что это все равно много часов, и это действительно сильные изменения, и бывают и физические ощущения в первом курсе у многих людей, особенно когда речь шла там про подключки, когда был модуль про черную магию, про сущности и прочее, многие люди плохо себя ощущали, когда эти вещи отходили, поэтому отнеситесь к этому с ответственностью, насколько вы действительно хотите и чувствуете, что это то, что вам нужно. Проведы будет в части символики. То, что касается крестов, мы говорили на первом курсе, но мы будем это тоже упоминать еще на модуле про символизм.
Так, про разницу в цене я уже говорила, что это просто выбор ваш того, сколько вы готовы вложить в это предприятие для себя. Контент абсолютно одинаковый. Окей. Как этот курс повлияет на вас, вам никто не скажет. Все зависит от вашего энергетического уровня, вы сами должны это прочувствовать, как вам откликается. Совершенно верно. Поэтому если... I'm just saying that some people are asking, so what, you know, how is it going to influence me? What is it, you know, what's going to happen to me? And somebody answered, and I just read that answer, which I think is a perfect answer, which is nobody can tell you how this course can influence you, because we all, you know, are very individual in how we come to this course, what we bring to this course, how we feel, what we are as an energy structure to begin with, how, you know, all of the things that we do in the course is going to be very individual and different at the same time as being a flow. So, you know, it depends on also how much dedication you give to it. If you just listen to it like a kind of a backdrop noise, that's one thing. If you literally take the time and pause and ground yourself and do the work, then it's a whole different thing. Я просто говорю о том, что Александр, что был вопрос, что даст мне этот курс, какой будет результат, и совершенно справедливо был ответ, который я вам зачитала, что это все зависит от вас, от того, там, во-первых, с чем вы на этот курс изначально приходите, сколько вы времени в него вкладываете, как вы прорабатываете вещи, просто прослушиваете материал фоном, или вы действительно выделяете время на себя, чтобы уделить себе и своим практикам вот нужный объем часов. I would say something on that too. But a lot of people wrote similar things. So people would say that they got answers to many questions they had since they know, you know, like since they start thinking. Many people would say that their life completely changed. So my point is that you start feeling your true self much more. You start stepping to your path more. Like many people are confused or lost, or it's very hard to see what is truth, what is illusion. So what people start experiencing is to be more present, more grounded, more understanding why they're here, more of the inner peace. So this is for sure one thing, but also for some it's okay just to listen, for some it's more interesting to do the practices many times, but every single one in a way will get what somewhere on some level that's maybe not so conscious is expected. So this is this amazing thing about energy work that can go very, very individual and deliver what this person needs. So it's like when you have a demand, you will get the answer, or you will get the support. So all this kind of curiosity is always good with this kind of learning. And then on the other hand, it works collectively. So we are connected even before the first course started, and somehow this collective need or moment in spiritual development formed this course. And same now with the second one, we are together forming, some are joining. So it's, as you said, like in a way this year is very, very unpredictable, and we couldn't predict that we will have the course so quickly. But on the other hand, it is actually us who are creating it, and it's just like being delivered in that form. Александра, прежде чем я переведу Александра, сделаю небольшой комментарий по поводу шума в кафе. Вот что я хочу сказать, по комментариям сразу, кстати, видно, кто проходил первый курс, а кто нет. Потому что когда мы имеем дело с энергиями, в частности, когда мы проходили модули первого курса, очень многие вещи в том числе пытались помешать, особенно когда речь шла про модуль про сущности, там было очень много всего интересного, модуль про черную магию, тоже очень много всего интересного происходило. Это учило людей, в том числе, кто проходил этот курс, по-другому начинать реагировать на происходящие вещи, на материализацию каких-то вещей и не уходить в реакционность, а воспринимать их с более глубокого
подхода в плане того, что, окей, что мне это показывает, на что меня это толкает, о чем мне этот звоночек, потому что все вокруг матрицы, и мы в этой матрице сами прописываем свои коды. Почему я это говорю? Потому что если вас что-то начинает раздражать, например, резко усилился шум в кафе, резко кому-то стало там плохо слышно, не уходите в реакционность, выберите другой подход, подумайте, что, возможно, там, я не знаю, стоит повнимательнее послушать и отвлечь от тех дел, которые вы делаете. Возможно, что-то из того, что сейчас произносится, есть определенный протест внутренний, и у вас как бы вы начинаете видеть какие-то внешние вещи, которые вас отвлекают от того, чтобы вникнуть в суть. Такого на курсе происходило очень много. На втором курсе тоже будет происходить очень много. Поэтому просто воспринимайте это все именно как матричную игру того, для чего все это, для чего эти звоночки вам. То, что говорила Александра, это в части того вообще, как происходили процессы на первом курсе, как мы приходили к тому, к чему мы приходили, основной, скорее всего, такой общий знаменатель мы можем подвести подо всех, что в целом мы все стали больше собой. Все, кто участвовал в этом первом курсе, встретился в большом проценте как бы того, что возможно вообще проделать за одну человеческую жизнь с собой. Обнаружил, нащупал свое вот это вот я, обнаружил, нащупал в осознанном состоянии эту связь с источником, которую она уже не просто на глубинном уровне, она у всех есть, но именно как бы на осознанном уровне, вывести ее на осознанный уровень, чувствовать ее, знать, как к ней обращаться, как в этом пребывать в таком как бы рутинном состоянии каждого дня. То есть если говорить, что мне даст этот там, что мне дал, да, там первый курс и какой был результат, вот у каждого он был свой, но какой-то некий общий такой результат был именно в этом, что у людей появилась чуть больше протоптанная дорожка к себе, чем, возможно, она была до этого. Так, курс еще не начался, самоотдача и терпение. Это мое все. Так, сейчас. Сколько раз в день можно читать декларации, сколько хотите, столько и читайте. Декларацию на детей до 7 до 8 лет. Так, я жду вопросы. У всех там какая-то своя дискуссия идет. Про шум, ребята, уже проехали про шум. Так, вопросы. Хочется узнать больше про животный мир и их души, взаимодействие с людьми. So there's a request. I don't know if we can maybe accommodate that request or do a separate live on that subject altogether, not within the course, but just like as a live. That might also actually be a good idea. Whatever the format, but the request is people are wondering if we can talk about the souls and the spirits of our animals and how they choose us and we choose them and how we interact and what does that mean and what is this for, and everything that is related to the animals that are part of our life, the domestic pets that we have, or I don't know, farm animals that if somebody lives on a farm, but mainly I guess the question here is about dogs and cats and the pets that choose us. This has always, at every questions and answers, there was a lot of questions about that. I mean, this is a very special topic in the sense of all animals and how the animal kingdom is like reflecting the human nature. And it's true, like every animal that gets extinct, we lose some kind of, let's say, ability as humans. And then I understand people. So the domestic animals are let's say a bit different from in general animal kingdom, and I think I quite sometimes a little bit reply to that. They are, as every other being, they are also our teachers in one way. In what we can, if nothing else, learn from them is how the consciousness can be different, but still, let's say, very
meaningful, very important, that it's not so much just about being intelligent, knowing things, but how you can contribute from a different perspective of consciousness. So this I didn't put in the course, because I kind of thought we did cover, but maybe it will still open up in some way, and we will do a live with a topic, but it would definitely be about more than just domestic animals. Александра говорит, что этот вопрос про животных встает часто, и частично мы говорили об этом на первом курсе. Возможно, мы просто сделаем как отдельный эфир по этой теме, но в общем она просто говорит о том, что это всегда про взаимодействие энергоструктур, которые приходят для того, чтобы тоже служить нам учителями и учить нас в частности тому, что даже разный уровень сознания, разный уровень там интеллекта, возможно, чем-то совершенно не означает разность в том, насколько мудрая и значимая каждая энергоструктура по своей осознанности, даже если этот уровень сознания разный и отличается от уровня сознания самого человека. Но об этом, скорее всего, стоит сделать отдельный эфир, где мы просто поговорим о принципах того, как эти структуры попадают как бы в нашей истории, почему так, а не иначе. Почему у нас вот такие отношения, и как, например, человечество теряет очень многое, когда какой-то вид животных полностью исчезает, потому что все то, что населяет планету, является частью той самой плотности, на которой мы учимся, и с которой мы получаем возможность продвигаться по своей шкале осознанности. Соответственно, если частичка этого исчезает, это как когда вот в первом курсе у нас была практика по возврату себе частичек души. Это как потерять частичку души навсегда, потому что мы все есть как бы часть вот этого такого кубика Рубика, да. Соответственно, если мы лишаемся части этого кубика Рубика, то это уже такая как бы навсегда остается невосполнимость определенная. Прокрестить очень много в первом курсе, да. Эгрегор церкви, да. Про рептилоидов будет на курсе, когда мы будем про цивилизации говорить, про нашу историю, да. I would like to add something myself. Yes. Mm-hmm. So I would like to say that I choose the healing topic in particular. Maybe it's not so interesting. It doesn't sound as so interesting, but it's a very, very crucial thing because people only think about energy world and, you know, astral and planets and all kind of things and star seeds and so on. But if we want to elevate our spiritual abilities, we have to also understand our human body. So, and because of 2020, the way it is actually the whole problem is health problem, and no matter the circumstances, what is true, what's not true, doesn't matter. It shows us that this is our weakness, that we actually don't understand why we'll always look outside. We always want to know about reptiloids and Anunnaki and all of those things. Exactly. And we don't really understand why we have body and what our body can do and how to relate to body and how important it is. And I would really like to stress here that we are going, so the shift is happening, but of course it goes through different phases. And it is the physical state that has to be strong in order to be able to really shift to higher consciousness. Very important, very good point. Александра говорит об очень важной вещи, о которой сегодня очень многие, как бы, во-первых, забывают, а еще есть очень многие другие, которые уводят людей от этой темы. Она говорит о том, что окей, ну вот в курсе заявлена тема исцелений, возможно, кому-то она там не кажется какой-то супер волнительной, там очень супер интересной, что-то такое потрясающее, невероятное, да, для кого-то какие-то другие темы более там как-то резонируют, отзываются, но она хочет подчеркнуть, что эта тема является основополагающей, не просто курса, а вообще.
Как показал этот год, который весь про тему здоровья. Почему год, к которому шли тысячелетиями мы как цивилизация, почему этот год весь по факту уперся в тему здоровья? Неважно там под какими соусами, с какими вывертами, но факт в том, что тема здоровья. Потому что это та тема, в которую мы упорно не хотим идти, и в которую мы не хотим также с таким же волнением и энтузиазмом погружаться, как во все внешние темы. Мы с огромным энтузиазмом бросаемся изучать тему там ануннаков, наших предшественников-пришельцев, я не знаю, других цивилизаций. Все, что угодно, что очень интересно, бесспорно, но что лежит как бы вне нас, но не вызывает вот такого массового энтузиазма, когда речь заходит о том, чтобы действительно научиться владеть своим телом. И Александр справедливо подчеркивает, что не научившись владеть своей плотностью, своей голограммой, которая отражает нашу самость здесь, в этой плотности, мы не можем рассчитывать на продвижение по этой самой шкале и выходу на другие уровни осознанности. Это невозможно, потому что только сильное, здоровое, сбалансированное физическое тело может стать проводником для того, чтобы трансмутировать нужным образом и перейти в другие измерения. Поэтому интерес вовне, он понятен и естественный, мы будем много всего классного и такого вкусного обсуждать, но тема исцеления она основная, потому что не поняв себя, не поняв, как работает наше тело, не вступив в права своим телом, для того, чтобы в абсолютной, как бы, свободной форме мочь им управлять, понимать его, реагировать на какие-то знаки и посылы, которые он нам дает, все остальное останется исключительно на уровне каких-то ментальных теорий, которые мы там где-то почитаем, но мы не сможем продвинуться вот на этой самой, на этой кривой, на которой мы находимся, где мы сейчас двигаемся в сторону повышения частот, повышения вибраций и выхода на другое измерение себя как сознание. Вот это очень важно понимать. This was actually a very, very good point. I would also add to this that spirituality is very popular and so on, and let's say a trick this year is also, and it's related to what we were just saying, what I call the spiritual bypassing, which means like many people, maybe for the last 20 years, would actually use spirituality as an escape from the body. We talked this a little bit already in the first course. But this year is really like you get a chance to be very, very much in this body and at the same time be a really highly spiritual, multidimensional being. So bringing these together. So in order to do that, of course, we had to go all these steps where there is so much of like either conflict between ego and heart, problem with incarnation, all kind of bad things from the past life, from the ancestors and so on. So we put all this kind of away. So in this second course, we, as the modules appear and they in a way look more interesting, although each module is the same important, hopefully as a group we will really get to, with the last module, to this stage where we can really, by understanding the physical body, accepting it, knowing how to use it, knowing why it's important, really practically elevate all vibration and start using the, what I call multidimensional abilities. Yes. Александра продолжает эту тему вопросом о том, что последние десятилетия сформировалось, и в этом году тоже получил такую определенную подпитку, феномен такого духовного байпаса, когда мы как бы на фактически такой запасную линию движения уходим,
Это когда люди, которые не готовы, не хотят сталкиваться со своей физической реальностью, своего физического тела, разбираться в нем, понимать его, действительно начинать его интегрировать в свою общую структуру, выбирают такой, как бы, знаете, псевдодуховный путь о том, что ну вот я весь занимаюсь духовными практиками и на тело свое внимание особо не обращаю. Поэтому идет полное разобщение того, что такое энергоструктура человека, что такое его физика. Физика полностью забывается или, в общем-то, ставится на какую-то некую такую более низшую ступень, а по факту происходит сильный дисбаланс. И вот именно поэтому в этом курсе, в частности и в целом, несмотря на то, что все модули равнозначны, но модуль касаемо исцеления и знакомства с телом с этой точки зрения ключевой, потому что для того, чтобы действительно иметь возможность духовно развиваться по-настоящему, а не вот просто, так сказать, пускать себе в первую очередь пыль в глаза, нужно уметь интегрировать себя со своей физикой, нести за нее ответственность, знать, понимать ее, любить ее, менять ее таким образом, каким необходимо, сообразно там, запросам этой самой физики. Только так, с наличием этого мостика, можно действительно рассчитывать на какие-то преобразования в духовном плане тоже. Yes. То ставят ржущие смайлики. Не реагируйте. Смайлики. Я знаю, кто ставит смайлики. Ну, ладно. Так. Вы с Александрой настолько на одной волне вообще разговариваете или просто мысли друг друга читаете? Ну, вообще, да, больше так по мыслям, по части мыслей. Сколько прошли человек первый курс? Ребят, больше 6000 человек прошло курс. Больше даже не буду говорить, сколько, потому что много. Реально очень много. До какого числа можно присоединиться к курсу? Ни до какого, он бессрочно открыт, так же, как и первый курс. Просто первый курс, когда он закончился, мы изначально первый курс открывали, то есть я уже сейчас не помню, но, по-моему, мы там собирались как бы какой-то там только первые 2 недели давать доступ, а потом мы решили оставить доступ на совсем, и, в принципе, он так и остался на совсем. И уже потом, когда мы закончили прямые эфиры, люди просто начали приходить на записи. То же самое будет со вторым. Пока он идет, можно присоединиться с любого модуля. Они не являются такими, что как вот если ты не прошел там первый, второй, третий модуль, ты не можешь пойти там на четвертый. Это все как бы в зависимости от ваших возможностей, там желания, узнали о курсе, смогли, успели. Ой. Сейчас я пытаюсь отмотать. Так, ну давайте, какие еще у нас есть вопросы, потому что если вопросов нет, тогда мы, собственно, ставим наши дальнейшие рассуждения до первого модуля, который у нас уже завтра. Пойдем набираться сил. Было здорово на первом курсе, скучали все это время, да. Согласна. Так, где продолжить учиться целительству? Не подскажу. Я целительству не училась. Прямые эфиры тоже сохранены в первом курсе. Прямые эфиры, это какие прямые эфиры? Был прямой эфир перед первым курсом, вот подобный этому, он у меня на Ютубе. И этот эфир, он сейчас будет сохранен на IGTV и тоже выложен на YouTube. Коллективные медитации еще будут. Как предостеречь себя и детей от болезни во время курса? Не совсем вопрос корректно поставлен, но об этом мы будем говорить в первом модуле. Завтра 3 часа по Москве мы встречаемся. Ура! Завтра сколько? Значит, ссылка на Zoom появится в первом модуле, в разделе «Первый модуль», завтра где-то за 2 часа до начала. То, что мы проходим курс, влияет ли на семью положительно? Влияет на семью однозначно. Как влияет, зависит от вас, от того, что вы делаете и какие выборы делаете. I think
that for today, all of the questions of the second course, now we're getting questions more about like, can we, like, we will end up doing a module now today, which I don't think is a good idea to do. So let me just, I think we should wrap this up for today. I think we've given a lot of information for people to think about. I think a lot of the comments of the people who've done the first course and who've actually supported this live very much, because they were giving the answers as we were speaking about something. They were providing the answers to the people about other stuff. So that was very useful. Unless you want to go into something else now, as in just like an introductory thing, I think for today we've done a good job of just presenting what we feel will be the right thing to do starting from tomorrow. And then this live will be available on IGTV here, and it will be on my YouTube, so more and more people can view this if they have any questions and doubts whether to join in or to join in. I will be periodically letting people know that it's there. You know, if you want to listen to it, you can listen and make your choice. But aside from that, I think we are good to go for tomorrow. We need to get some really good rest for tomorrow. Get ready, yeah. To seeing all of you guys, or not all of you, or whoever decides from you tomorrow. We will see you there, and we'll start this journey. We'll continue this journey together, which is great. Я говорю Александре о том, что мне кажется, что на сегодня мы можем закруглиться, потому что основные вопросы по курсу мы покрыли, рассказали. Этот эфир будет в IGTV и будет у меня на YouTube. Соответственно, кто, когда еще захочет прослушать там, про что мы тут вообще собрались, чего делать, всегда это сможет сделать. Завтра мы уже встречаемся с теми, кто захочет начать, точнее продолжить это путешествие вместе с нами, и нам нужно набраться силенок, потому что действительно будет очень интенсивные 6 недель, поэтому сегодня пойдем, пожалуй, отдыхать уже. У нас есть, как я уже говорила, замечательная техподдержка. У всех, у кого будут какие-то вопросы сегодня по оплатам, пожалуйста, пишите им, они будут рады ответить. И я всех жду завтра в 3 часа в Москве на нашем лайв. I would also say that also for me, even for me, the first course was really such a beautiful, amazing, and powerful experience, and I enjoyed so much. So I'm thankful already for the first course, for everyone who joined to share this journey, and also to you, Katia. And now I'm so excited about the second part of our journey together. I'm so looking forward, and I'm really happy and already grateful to everyone who's gonna join. And I think we are up to quite some adventure. Yes, I know. That's how I a feel. lot of light and a lot of happiness and love. And yes, I think if nothing else, this year is perfect to invest in. Absolutely, absolutely, absolutely. Александра говорит, что безотносительно всего она благодарна всем, кто прошел первый курс, потому что это было потрясающее, я уже говорила, ощущение, вот это ощущение группы, ощущение родных фактически душ, но мы все, в общем-то, и есть родные друг другу. И как мы это все вскрывали в себе и осознавали, и прошли тут те несколько недель вместе, было очень классно, и она благодарна всем, кто это сделал с нами тогда, и благодарна всем, кто вернется на второй курс после первого, и всем тем, кто только присоединяется к нам в этом путешествии. Она счастлива, что она может иметь такую возможность общения со всеми, с каждым из нас. Я со своей стороны Александре благодарна за то, что она делает это со своей стороны возможно для всех нас. Я очень счастлива, что могу в этом содействовать, помогать, привносить что-то свое, помогать и, там, и с технической, и с переводческой точки зрения. Вместе у нас на самом деле получается очень классный тандем, который энергетически чувствуется очень правильным, потому что мы дополняем друг друга разными вещами с точки зрения тех же энергий, и мы получаем огромное удовольствие от того, что мы делаем. Именно поэтому эта отдача, она всегда очень искренняя, потому что это действительно такой вот настоящий кайф человеческого потока от одного человека к другому человеку и многим-многим-многим другим человекам.
Поэтому она говорит, да уж, если уж выбирать год, в который инвестировать вот в подобные вещи для себя, то, по-моему, этот год, который мы проживаем сегодня, он очень актуальненький для таких вещей. Also, I would like to add, whoever missed the first course, don't feel too bad. It's always an arrangement. It's always as it's supposed to be. And I'm sure everything is coming together perfectly as it is. And I'm also happy and grateful for the interest of new people. And I'm sure you can catch up. And yes, we're ready, no? Are we? Let's do this. Александр говорит, что да, кстати, еще послание тем, кто не проходил первый курс, и у кого может быть такое ощущение, что ну вот, я там тогда не знал, не успел, все происходит всегда в нужное время. Если вы тогда не знали об этом курсе, знаете о нем сейчас, значит, это именно так и должно быть. Все всегда складывается самым лучшим образом. Мы готовы для того, чтобы пойти с вами дальше. Все, кто готов пойти с нами дальше, ждем завтра. Будем светом, продолжаем светить и вперед с песнями. Так что всем сегодня отличный пятничный, расслабленный уже вечера, да, уже вечера, ночи. Мы будем набираться сил и встречаемся завтра в 3 часа по Москве. Thank you. Have a lovely Friday evening. I'm gonna, well, you know, I've told you everything in private anyway, so I don't really need to do this in public, but I am really, really excited and literally floating already, like tingling in my fingers. So the flow is already here. It's already happening. It's already coming. It's incredibly intense and very light and very strong and very determined flow. So it's a good thing. Now let's try to channel it the best way that we can. Yes. So love to you, love to everyone, and see you tomorrow at 3:00 p.m. Moscow time. Thank you, Katia. See you tomorrow. See you, everyone. Love and light to everyone. And we are ready. Пока-пока. We are. Всем пока-пока, ребят. До встречи завтра. Пока. Пока-пока.